Тельцы, мои хорошие, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами посмотрим ваш второй прогноз на январь 2025 года. Оценим, что ожидает, какие события произойдут, к чему стоит подготовиться и чем вообще вас в целом удивит и порадует данный период. Настраивайтесь на расклад, на совместное чтение Таро. Напоминаю всем тем, кто потерял свои расклады или забыл их посмотреть, все актуальные для вас расклады я оставляю в первом закрепленном мной комментарии. Поэтому кто у нас потеряшка, смотрите, не теряйтесь. Или же подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе всех видео. Итак, мы с вами приступим. Посмотрим, что вам подготовит начало года, каковым для вас будет данный месяц и какие энергии войдут в вашу жизнь. Итак, январь. Ох, карта прям просится сама. Но раз не выпала на стол, значит, не будем выкладывать. Основные энергии. Работа, финансы, здоровье, личная жизнь, а также рекомендации от карт. Итак, тельцы, мои хорошие, надеюсь, вам все хорошо видно, поэтому давайте приступим. Итак, основные энергии, ой, тельцы, ну что же еще можно желать? Туз Пентаклей, для вас это новое начало, новая возможность, дар богов свыше. Причем для кого-то это отыграется в финансах, как новый источник дохода или увеличение дохода, то есть обретение финансовой стабильности. У кого-то новые отношения, новая работа, зачатие, деторождение, просто быть в ресурсе, это для вас самое важное. Или получить ресурс там, для укрепления здоровья, для путешествий, для реализации того, что вы хотели или задумали. Спектр здесь очень широк и многогранен. Давайте мы с вами оценим, о чем же здесь идет речь. И на что стоит вам рассчитывать и к чему подготовиться. Итак, туз монет, тройка мечей и здесь аркан маг. Это ситуация, когда не было бы счастья, так несчастье помогло. Вот то, из-за чего вы очень сильно расстраивались, что-то упустили, потеряли. Ну, кто-то, допустим, работу, а вам отказали, да. Или кто-то отношения, и вы там крутились, рвали на себе волосы и ревели. По карте маг вам Вселенная даст в разы лучше, причем больше, чем вы ожидали. Это, знаете, сама по себе такая ситуация, ты сам хозяин своей судьбы. Не куксись на каких-то неудачах, на ситуации разбитого сердца, на каких-то ошибках, потому что вот есть шанс не только исправить, а получить в разы лучше, больше. Ну, сейчас будем смотреть, так ли это. Итак, что связано с работой, бизнесом, карьерой? Карта «Отшельник». Для большинства это может быть ситуация поиска себя. Вне зависимости от того, вы не работаете, вы соискатель, наемный сотрудник или у вас свой бизнес. Почему именно поиска себя? Здесь как переоценка системы ценностей. Тем ли вы идете путем, а тем ли вы занимаетесь? А стоит ли вам оставаться в этой нише? А можете ли вы преуспеть? А стоит ли что-то менять? То есть вот этот спектр вопросов вы будете постоянно прокручивать в своей голове. Это желание как-то уединиться, обособиться от всех остальных. Для кого-то может быть сознание или ситуация, когда вы созреваете и хотите работать удаленно. Или работать сами на себя. Или, может быть, не зависеть от работы с коллективом, а самостоятельно выполнять ряд каких-то задач. То есть вот эти вопросы для вас будут самыми актуальными и будут на повестке дня. Реже ситуация, когда кто-то может выйти на пенсию. С одной стороны, вы это будете воспринимать как крах, а для вас по факту это откроются новые возможности. Давайте смотреть и раскрывать, чем ознаменуется отшельник для тех, кто у нас на данном этапе не работает и по ряду причин работать не может. Шестерка мечей. Плыть совместно в лодке жизни. То есть здесь, если посмотреть, я не могу сказать, что вы будете искать именно источник работы. Вы будете искать, что вас будет воодушевлять, укреплять ваш союз или гармонично отражаться на вашей личной жизни, или давать вам перспективы возможностей. Или это может быть дистанционная работа, которой вы будете заниматься с удовольствием, потому что колода у вас паш чаш. Это больше вопросы творчества, знаете, как быть в ресурсе. Потому что когда вы в ресурсе, и деньги приходят легко, с удовольствием и с радостью. Это ключевое. Еще у некоторых как может отыграться. Если у вас ранее был опыт присмотра за пожилыми людьми, вам могут предложить такую работу, но здесь может быть ситуация переезда, то есть к человеку, которого вам нужно будет досматривать.
И если вы у нас являетесь соискателем, что здесь? Отшельник и башня. Это ситуация, когда в рамках этого месяца вы можете не найти работу в плане наемного труда, или вам везде будут отказывать, как показывала тройка мечей. С одной стороны покручинились, а потом эврика. А ведь я же могу себя реализовать в этой нише. А ведь я могу быть фрилансером или там независимым экспертом и работать сам на себя. Ну, к примеру, человек, который может одномоментно работать в нескольких частных школах, числиться как специалист, как педагог или там, не знаю, как психолог-консультант. То есть это я образно, ситуации могут быть абсолютно разные. Ну, то есть вы можете понять и осознать, что вы сами себе хозяин, или выстраивать график так, что вы работаете одномоментно на несколько предприятий, или, может быть, даже открыть свое предприятие. Например, всю жизнь работали бухгалтером по найму, а теперь понимаете, что ваш опыт и стаж позволяет, допустим, открыть свое консалтинговое агентство, которое вы будете развивать. Если вы наемный сотрудник, здесь отшельник и императрица. Итак, для кого-то выход на пенсию, для кого-то уход в декрет, но основной посыл отшельника и императрицы – это могут быть перспективы повышения, занять место начальницы, которая, допустим, уходит на покой, на пенсию. И второй момент – понимание или осознание, что действительно вы созрели для того, чтобы открывать что-то свое. Но в любом случае, как мы видим, для вас это в положительном, в позитивном ключе. И опять же, это, знаете, ощутить свое внутреннее призвание или зов души. Для тех, кто владеет собственным делом. Отшельник и тройка монет. Работа кипит, работа идет. Здесь ситуация, когда вы будете сконцентрированы на новых задачах, на новых целях, на увеличении вашего дохода, будете делать каких-то много проектов, отстраняться от окружающих. Не могу сказать, что для вас январь будет таким легким, в основном рабочим и интенсивным, потому что здесь, как я говорю, с корабля на бал. Оценим финансовую сторону вопроса. Что здесь? А вот здесь десятка пентаклей. Поэтому ваши усилия не заставят себя долго ждать. Карта прибыли. Карта роскошной жизни, карта исполнения ваших желаний, достижения того, чего вы хотите в материальном аспекте. Хорошие заработки, хорошие возможности. Для некоторых может быть финансовая поддержка со стороны членов семьи, или же вы можете также финансово помогать своей семье. Посмотрите, у вас дно колоды, колесо фортуны. Простите, чего желать более? По-моему, здесь это просто потрясающе, сказочная для вас возможность. Даже вам оставлю здесь этот аркан. Оцениваем здоровье. По здоровью четверка мечей. Четверка мечей говорит, что можете не высыпаться, не досыпать. Нужно много отдыха. Будете себя, допустим, ощущать как белка в колесе. И на самом деле это не есть хорошо. Поэтому постарайтесь все-таки регулировать вопросы работы, отдыха, восстановления. Может быть, кому-то нужны какие-то дополнительные препараты, которые будут помогать вам. Не просто, знаете, как крутиться всю ночь, а именно хорошо засыпать, высыпаться, чтобы сон был полноценный, глубокий, насколько это возможно. То есть у кого-то это могут быть седативные препараты по рекомендации врача, для кого-то может быть еще комплекс каких-то дополнительных процедур, которые наладят ваш сон, но этим вопросом стоит заняться. Личная жизнь. Дурак. Очень интересный аркан. Потому что он может судить как обновление текущей связи, так и для кого-то новое партнерство. Значимое, знаковое. Обновление жизни или жизнь с чистого листа. Чем ознаменуется для вас дурак? Давайте смотреть. Итак, здесь по ситуации для тех, кто у нас на данном этапе свободен. Что же здесь? У вас аркан дьявол. Это ситуация, когда у вас будет новая страсть, новая эмоциональная тяга, может быть, даже одержимость человеком. То есть, когда вы не можете совладать с собой, когда вы прям вам хочется кому-то бежать, общаться, быть в союзе и развивать активно эти отношения. То есть, здесь судьба тем, кто ищет, преподнесет таковой шанс, таковую возможность. Если вы в любовных треугольниках, а вот здесь дурак и аркан смерть, посмотрите, насколько судьбоносная ситуация. Вот здесь как раз начинать с чистого листа. Ставить точку во всех треугольниках, во всех токсичных, обременяющих связях или тех связях, которые не дают вам ресурса, стабильности, развития, счастья, полноты жизни. Вот от этого будете отказываться ради сохранения себя самих, для себя самих. Поэтому дурак – это смотреть в новое, в будущее.
начинать жизнь с чистого листа. Для тех, кто в стабильных союзах, здесь король чаш. По королю чаш это ситуация, которая говорит о влиянии мужчины водной стихии, рак, скорпион или рыбы, на ваш союз, на взаимоотношения. Но в целом это ситуация любви, комфорта, взаимопонимания, укрепления отношений. Для некоторых может быть как появление ребенка, то есть благая весть. Еще по этим картам может быть терапия с психологом, который позволит укрепить ваши отношения или их наладить. Предвкушаю же, что в комментариях будете спрашивать, а есть ли здесь риск нового увлечения, в частности, как мы видим, для девушек и женщин. Смотрим здесь. Здесь по пятерке мечей нет. То есть, если кто-то думал о новом, там, не знаю, избраннике, нет, это не ваша тема. Так же, как и для мужчин. Здесь в плане личной жизни, кто находится в стабильных связях, у вас все пока без изменений. Совет от карт. Четверка жезлов. Ну, посмотрите, какая потрясающая карта. Карта радости, карта праздника, уюта, комфорта. Поэтому здесь на самом деле арканы вам говорят о следующем. Если позволяет ваш график работы, работать на дому, удаленно, или может, то есть сделайте это. Больше времени проводите в семейном очаге, в кругу семьи, наслаждайтесь атмосферой, обстановкой, кайфуйте. Проводите время как можно больше с родными, с близкими. Уделяйте им свое внимание. Опять же, четверка жезлов. Для кого-то это значительный такой вот акцент на вопросы, связанные с жильем. Покупка, продажа, аренда, ремонт, перепланировка. У кого-то будут назревать вопросы построения отношений, то есть быть в союзе, решить, допустим, съехаться. Кто-то может подумать о предложении руки и сердца, или кто-то его получит. Но в любом случае, что такое четверка жезлов? Это семья, это тыл, это надежность, это вопросы продолжения рода, это укрепление с вашими родственниками, это ситуация, когда вы можете наладить отношения с соседями, если вы каким-то образом были на ножах. То есть, как мы видим, действительно очень такой легкий, комфортный и продуктивный месяц. Одной из ведущих сфер для вас, как мы видим, это все-таки будет сфера работы, карьеры, реализации, ну и, конечно же, личная жизнь. Смотрим с вами неожиданность на картах Ленорман. Здесь нестандартная колода, здесь больше арканов, чтобы вы не пугались, предупреждаю вас сразу. Итак, какова будет неожиданность месяца? Женщина, солнце, сердце. Нужно ли что-то добавлять, да? Мне кажется, нет. Тем более одной колоды у вас здесь карта гора. Это вызов, это шанс, это преодоление ситуации, каких-то препятствий. Опять же, для мужчин это обретение дамы сердца. Для женщин это состояться и реализоваться в отношениях, быть счастливой, быть любимой и любящей. Опять же, для кого-то это обретение дела по сердцу, которое вас напитывает, радует, воодушевляет. Это, в принципе, такое, знаете, как... Несмотря на то, что для вас интенсивный рабочий период, но очень насыщен какой-то вот добротой, романтизмом, радостью, открытостью, приятными встречами, потому что это то, что озаряет ваше сердце и делает вас счастливыми. Пусть так и будет, я вам этого искренне желаю. Так вам и закрою. А вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, дайте знать, как по факту отозвется, отыграется данный расклад и эта информация. Буду признательна за энергообмен. Кому актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я с вами не прощаюсь. Услышимся на следующей неделе.